Добро пожаловать на мой канал. Как вы заметили из нарезок, видео будет насыщенным и довольно-таки интересным. Я вам расскажу и покажу, как мы съездили своей семьей за 1500 евро на троих, все включено. Вы сможете увидеть красоты Майорки в этом видео, а также сделать для себя определенные выводы, стоит, не стоит туда ехать. Но я бы сразу скажу, я бы посоветовал, так как там довольно-таки интересно, а с семьей, с маленьким ребенком так вообще идеально. Как вы можете заметить, мы уже в аэропорту. Вылет был у нас из Берлина. Чемоданов брали мы немного, в основном только ручную кладь. Так как мы не сторонники больших чемоданов, поэтому мы пользуемся услугами в отеле. А в нашем отеле это стоило довольно-таки недорого, 3 евро за одну стирку. Ах да, забыл упомянуть, в самом видео будет встроена видеозапись экрана планшета с стоимостью данной путевки. И она может вас довольно-таки сильно удивить, потому как путевка стоила немного дешевле. Так что смотрите внимательно. И вот мы уже приземляемся, и все мы в предвкушении, каково же будет там, так как это наша первая поездка в Испанию на Майорку. Аэропорт на Майорке – это что-то нечто. Он настолько здоровый, что берлинский аэропорт просто кажется крошечным. Пока мы ожидали наш трансфер, мы познакомились с одним мужчиной, который нам рассказал, что за эти года, за несколько лет буквально, он разросся чуть ли не в 4 раза, стал больше, чем ранее был. И вот, наконец-таки мы добрались до нашего отеля, но отель будет в конце. В первый день мы решили, что мы пойдем к нашим друзьям, с которыми мы встретились там, так как мы живем в разных странах. Мы живем в Германии, они живут в Англии, при этом мы встретились сразу же на море. Так как мы долгое время не виделись и встречаемся мы раз в год, то поэтому можно было встретиться и там. Весь первый день мы провели на море от начала до конца. Наш сын просто с воды не вылазил. Вот он, вы его можете видеть, бегает, прыгает, веселится. Это было так занимательно. В первый же день мы встретили какого-то человека, который там очень популярный. Я так и не понял почему. Но вы сейчас сами все поймете. Он кричит какие-то слова, конечно же, мне непонятный испанский язык. Но при этом многие люди смотрят его в инстаграме, с ним фотки выкидывают. Довольно-таки занимательно. Para el papi, para la papa, para traca, traca la melona, go, go. Arriba, arriba, el coco loco, ale, ale, lo que. Para el papi, para la mama, para traca, traca la melona, go, go. После того, как мы перекусили овощами, так сказать, и фруктами, мы решили, что нам надо поизбавиться от нашего жирка и пойти немного поплавать. Мы арендовали довольно-таки интересный катамаран, который выглядел как спортивная гоночная какая-то машинка, похожая на Volkswagen Жук. Но, конечно же, самая главная причина была это посмотреть, как выглядит море на глубине. И хочу я вам сказать, что море довольно-таки чистое и самое главное теплое. Мы провели 1,5 часа в море, и хочу вам сказать, никто не замерз, все были только рады. Сын, которому 3 года, на секундочку, он так же само провел с нами, и он был вообще просто настолько восторжен. В восторге, да, он был, и при этом он не замерз, у него не было никаких намеков даже на то, что ему холодно. И наконец-то добрались мы до глубины, там, где можно было остановиться и немножко попрыгать. Готов? Раз, 2, 3. Сейчас вы можете наблюдать подтверждение моих слов, то какая вода кристально чистая. При этом в море видно всю живность, а также дно. Я не знаю, какая там глубина, так как у меня не получилось достать до дна. Я пытался нырнуть настолько низко, настолько глубоко, чтобы туда нырнуть и достать само дно, но, увы, у меня так и не получилось. После такого изнурительного дня мы пошли с моим другом за детским креслом. Спросите вы почему и для чего? Ответ простой. Наши друзья любят очень-очень активный отдых. Так как мой друг выпил пару банок пива, пришлось тащить вручную. День 2, и мы едем уже к ферме. Не к простой ферме, какой-то там здесь свинья, да, а к цитрусовой ферме. Наши друзья решили нам устроить экскурсию, так как они заранее все посмотрели в интернете, им стало интересно, что где посетить можно. Мы с женой, конечно же, сторонники
просто спокойного отдыха, провести его в лежачем положении, так как ребенок 3 лет дает свои плоды. Но все же мы согласились и поехали все вместе. Несмотря даже на то, что Испания очень бедная страна по меркам Евросоюза и тому подобное, по сравнению, наверное, даже с Польшей, я бы сказал, дороги у них все-таки намного лучше, нежели в Польше. Но, конечно же, улицы довольно-таки узкие. И при этом трансфер, который у нас осуществлялся с помощью автобуса, был довольно-таки экстремальным. После проведенного часа в дороге, наконец-таки мы добрались до точки прибытия. Данная ферма расположена просто идеально. Она расположена среди гор. Вокруг одни горы. И вид, пейзаж просто изумительный. После того, как мы зашли на ферму, нас встретили местные жители. Но для них у нас был приготовлен корм. Бери в ручку, не ведро. А ну давай так. Вход на территорию фермы стоил 20 евро со взрослого человека, и за ребенка мы не заплатили ничего, так как дети до 3 лет включительно бесплатно. За данную стоимость мы получили замечательную прогулку по ферме, а также, между прочим, посреди нашей прогулки мы получили 4 апельсинчика, которые выращены на этой же ферме. Затем в конце нас ожидало довольно-таки интересное застолье, так сказать, где мы получили 4 разные вида джема или повидла, кто как хочет. И все, конечно же, что мы получили, выращено на этой ферме, которую мы посетили. Название самой фермы я оставлю в описании, так как я сейчас не помню, как она называется. Но непременно я вам напишу, если вас она заинтересовала и вы интересуетесь природой, тогда вам просто обязательно нужно туда попасть. Данный шедевр селекции решила вам показать, потому как с одной стороны растут апельсины, а с другой стороны растут лимоны. И это все растет с одного дерева. Сейчас, наконец-таки, я немножко помолчу, а вы просто понаблюдайте за этими красотами. Итак, почти добрались мы до нашей промежуточной остановки. Там, где мы получим наши апельсины, сможем немножко посидеть в тенечке, так как жара была просто невозможная. На этой промежуточной остановке был тенечек, можно было немножко посидеть, спрятаться от данного солнца, которое пекло просто невозможно. Оно пекло настолько сильно, что мне пришлось даже обливать голову водой, чтобы немножко себя охладить. Вот такие корзинки ожидали на посетителей, которые были на самой ферме. У каждого была подписана группа, либо же фамилия, либо еще что-то, и вы знали, что эта корзинка была для вас. Но попались какие-то нечестные, и одни люди не смогли найти свою корзинку, которая им предназначалась. Либо же, возможно, просто не заметили и взяли дополнительно. И вот, наконец-таки, в конце мы получили вот такой замечательный стол. После того, как мы потрапезничали, мы поехали в соседний город. Так как мои друзья любители активного отдыха, и они нашли все же еще один место, город, в который они хотели посетить, так как там была довольно-таки завлекательная и увлекательная, так сказать, обстановка, атмосфера. Именно данного города было то, что трамвай ходил прямо через рестораны, и стулья стояли от самого прохождения трамвая, я не знаю, буквально там в 5 сантиметрах. То есть трамвай почти ехал по тебе. Но нам уже было не до прогулок, так как мы устали под палящим солнцем, которое реально жарило на ферме. Поэтому мы нашли определенную детскую площадку недалеко от нашей стоянки, так как в машине была жара и сидеть было невозможно, даже кондиционер не спасал. И пока мы сидели на детской площадке, моя знакомая записала мне несколько видео для того, чтобы я добавил их в ролик, как же выглядел этот город. Но так как моя знакомая не особо хорошо разбирается в расширениях YouTube, она записала почти все видео она записала в вертикальном положении. А надо было же, конечно, записывать их в горизонтальном. Но тем не менее, у вас будет теперь представление, какие узкие улицы в Испании.
Затем мы выдвинулись назад к нашему отелю, но по пути нам захотелось водички купить, а естественно лучше покупать в супермаркетах, так как это намного дешевле. А также у меня была надежда, что я смогу себе купить табачные изделия, но... Для курящего здесь проблемка будет. Попытался я купить сигареты в магазине, в одном зашел, такой Меркадона называется, там нет сигарет. Зашел в Алди, что вообще вызывает много куча вопросов, не знаю почему тоже нету. Давай. Со мной вот еще хочет моя кума сняться. Вредно для здоровья. И мы вот все вместе, вот, знаете, где встретились? Сами с Украины все. Да. Они да живут что, в Англии. сигарет нема? Они нема. Вот, прикинь, нема. Нема. Его надо есть мороженое. Курящему человеку, не курящему хорошо, а курящему не очень. Сережа, у тебя Э, блог пойдет Да. вот вверх, да? Ап. Я тоже так думаю. И это, как его называют? Они проживают в Англии, а мы проживаем в Германии. Мгм. Ну, А сейчас мы в встретились в Испании, Испании. да? Да, вот как так. Бай. И все же я нашел табачное изделие, конечно же, на заправке. Это стоило времени, поиска и тому подобное. Но скажу вам на будущее, так как там есть специальные магазины, специализированные для продажи табачных изделий. Вы можете пойти туда и просто приобрести по нормальной цене. Так как жили мы в разных отелях, нам пришлось найти площадку, где бы мы смогли провести совместно время. И, естественно, выбор пал на детскую площадку. Хочу сразу сказать, цены там не особо велики, поэтому может себе позволить любой и каждый, я думаю. Одна игра стоила что-то около евро. Почти все аттракционы стоили всего евро. Даже моя жена решила немножко покататься. Но, естественно, самая большая сумма осталась у нас здесь на машинках, так как сын обожает ездить на этих машинках. Он ездил просто раз за разом, прибегал папа. Ну, понятное дело, пришлось оставить кругленькую сумму там. На территории данной игровой площадки, естественно, есть туалет. Но то, что я там нашел, вызвало во мне немножко ужаса, наверное. Но мы с данным животным друг друга поприветствовали и попрощались, в принципе. Он пошел своим путем, я пошел своим. Дальше отдыхать. После такого активного, яркого, проведенного дня сын с женой спали просто как младенцы. Там не было сил даже мамать, папать, просто уснули. Следующий день у нас был менее энергозатратным, мы провели его целый день на море, в бухте, которая расположена возле нашего отеля. Но, слава богу, было облачно, и поэтому было довольно-таки не жарко, но тем не менее море было довольно-таки теплое. А сейчас хотел бы вам показать окрестности отеля, все, что располагалось возле отеля, довольно-таки интересные места были. Выходя из здания отеля, вы сразу впираетесь в множество кафешек, в которых вы можете перекусить или что-то новое для себя попробовать. Тут каждый для себя сможет что-то найти, что ему надо, начиная от молодых, заканчивая уже пожилыми людьми. А также, естественно, для людей, которые с детьми отдыхают, так как это немаловажно. Сама малерка настолько разнообразная, настолько разносторонняя, это просто не передать словами. Да, и, конечно же, все упирается в ваш бюджет. Вы можете даже арендовать яхту, это стоит 400 евро за 2 часа, но тем не менее там могут присутствовать 8 человек на период поездки. Но если у вас как раз 8, то вот можете посчитать 50 евро, в принципе, за такую вылазку заплатить, это довольно-таки неплохо. Вы можете увидеть то, что кафешки почти пустые, так как люди проводили большинство времени днем на море. А теперь плавно переходим к нашему отелю. Вот так выглядел план территории нашего отеля. В холле возле рецепции открывался вид на море и также на бассейн. Также в холле стояло несколько бильярдных столов, на которых можно было поиграть. Я не знаю почему, но наш отель был разделен на 2 половины, и чтобы перейти с одной половины на вторую, приходилось проходить такой вот мост. И что самое удивительное, сам отель постройки 1956 вроде года, и сам мост, скорее всего, был достроен, чтобы сообщить вот эти 2 здания. Так как внизу можно было заметить местные жители, которые ходили туда-сюда. Думка сама по себе очень интересная, так как если вам надо было на пляж и не идти через дорогу, а пройти под ней, то вы могли спуститься просто вниз и пройтись сразу на море. В описании отеля стояло то, что есть детская площадка, но увы. Отель сам по себе очень большой, но одна качеля, Карл, одна качеля. Ну да ладно, идем дальше, посмотрим нашу комнату. Отель изнутри смотрелся как какой-то старый пансионат, можно так назвать. Но тем не менее там был лифт, который доставлял нам много удовольствия. Так как у нас была коляска с собой, нам приходилось часто его использовать. Отель смотрелся внутри очень старым, но тем не менее ухоженным.
комнаты в отеле, а также сам отель убирались ежедневно. Мы получили однокомнатный номер на 3-м этаже. Для того, чтобы зайти внутрь номера, надо было использовать ключ-браслет. Сразу скажу, не пугайтесь, маленький ребенок, у нас уборка была, но тем не менее у нас вещи разбросаны в номере. Итак, как выглядит внутри? Изначально по левую сторону была у нас ванная. Ванна выглядела, так скажем, нормально. Но и давайте не забывать, так как это 3-звездочный отель, это не 5 звезд. Были в 5-звездочном отеле в Египте, и я вам хочу сказать, что тут намного чище. Да, оно выглядит все просто, но тем не менее, что вам надо на отдыхе, только переспать внутри номера и все. Вот непосредственно сами кровати можно было бы и обновить. Сама кровать была вроде бы и двухместная, но при этом было 2 матраса раздельных. И естественно, ночью они разъезжались, что вызывало определенное неудобство. На самом балконе было все простенько, 2 стула и 1 стол. Вид с балкона самого, конечно, был не самый эпичный, но тем не менее можно было посидеть себе спокойно, кофейка попить и, в принципе, пообщаться между собой. Но тем не менее, частичку моря с балкона все же было видно. А теперь я хотел бы вам показать ту дорогу, которую мы использовали для того, чтобы попасть на само море. В входе в отель, естественно, стояла их фирменная табличка, где можно было узнать их название. Надеюсь, я произношу правильно, и наш отель назывался Гавимар Кала Гран Коста дель Су. Если ты моего же мнения, тогда тебе важно, чтобы отель был вблизи, непосредственно возле моря, а именно в пешей доступности. Моя прогулка до моря занимала у нас не более 5 минут. Теперь мы пройдемся все вместе к морю. И вы сможете убедиться в том, что насколько была красива бухта, возле которой был наш отель. А пока мы идем к морю, я вам немножко расскажу, что мы получили за эти деньги в самом отеле. Каждый раз перед тем, как идти на море, мы брали себе по мороженому, а также напитки. Мороженого в отеле было около 5 видов. Не густо, не спорю, но тем не менее у вас было чем охладиться. Из коктейлей было предложено 8 вариантов, если не ошибаюсь. 2 из которых безалкогольные, 6 алкогольные. Но также хотелось бы отметить то, что все бармены были гостеприимные. Если вы хотели, например, просто колы с виски, вам сделают, нальют сколько вы захотите, чего захотите. То есть сделают для вас любой другой коктейль, который вы желаете. Есть одно большое но. И если вы любите мохито, вам его не получить. И нет, не потому, что в самом отеле нету 7-апа, либо же там спрайта. Это все есть. Просто потому, что у них не было мяты, по идее. Так как 7-up ты мог пить сколько хочешь. А теперь полюбуйтесь, это выглядит просто как голубая лагуна. Скорее всего, вы смогли уже заметить то, что там были шезлонги и зонты. И да, они не стоили миллионы денег. Да, и конечно же, несколько дней подряд мы арендовали шезлонг и зонты, но мы так поняли, что оно того не стоит, так как с детем надо сидеть непосредственно возле моря. Зонт и 2 шезлонга стоили 15 евро в день. Также у вас есть возможность посетить экскурсионный катер, на котором сделать прогулку по побережью, стоимость которой составляла 30 евро за человека, а длительность была 4 часа. Но мой вам совет, если вы имеете очень активного ребенка, тогда лучше не заказывать и не бронировать ее вообще. Деньги будут выброшены на потраченные нервы просто впустую. Вы не сможете насладиться, естественно, в полной мере данной поездкой, так как вам придется бегать за ребенком. Но не будем о грустном. Посмотрите просто, какие виды открываются, доходя до края бухты. Но чтобы туда добраться, это еще тот квест. Не вздумайте идти туда без тапочек, так как сможете порезать ноги. Пока мы там прогуливались, мы нашли спуск к воде, который, к сожалению, был без лестницы. Подняться было невозможно. Тем не менее, это нас не остановило, чтобы подойти к краю и снять саму воду. Насколько она прозрачная, вы сможете увидеть дно. К сожалению, я не знаю, насколько глубоко было там, но дно было видно отчетливо. Могу сказать одно. Сколько раз нырял, ни разу до дна я не достал. Я думаю, что вы предостаточно увидели, как выглядит море, пляж. А отправляемся снова в наш отель для того, чтобы посмотреть, чем же нас кормили на вечерю. Забыл упомянуть, что все пляжи, которые мы посещали, были оборудованы душевыми кабинками. И это немаловажно, когда ты идешь с ребенком домой, все в песке, оно все чешется. А также еще соленая вода, которая раздражает твою кожу. А также, чтобы избежать большого количества песка в кровати. Почти дошли до нашего отеля. И, как мне кажется, вы можете наблюдать не очень счастливых туристов,
которые должны уже все-таки покинуть данный отель. В столовой всегда вывешивали меню, с помощью которого можно было ознакомиться с блюдами, которые сегодня вы сможете увидеть на столе. Я не могу сказать, что еда была невкусная, и не могу сказать, что еда была слишком вкусная. Были некоторые блюда, которые доставляли удовольствие, а были некоторые, которые, в принципе, я просто не ем. Я человек переборчивый, то поэтому я бы оценил данную кухню на 3 с плюсом, так как мне кажется, что в данной столовой не хватало больше десертов немного. И минус, как по мне, это использование вчерашних продуктов в салатах. То, что вчера не доели, использовалось, естественно, в салатах. Из-за этого складывалось впечатление, что салаты были приготовлены вчера. Но, честно сказать, не все салаты содержали вчерашние овощи. Что касается горячих блюд, то все блюда были свежеприготовлены, и там грех жаловаться. Касаемо напитков во время вечери, вы могли себя побаловать бокальчиком вина, либо же белого, либо же красного. Если же вы не любите вино, вы могли себя побаловать бокальчиком пивка. Или же несколько бокальчиков пивка. А если вы вообще не употребляете алкоголь, тогда для вас был сок 4 видов, а также кофеек, либо чаек. Если по каким-то причинам вы не позавтракали, это была не беда в данном отеле, так как там был снэк-бар. В данном месте вы смогли бы себя полакомить картошкой фри, либо же бургером, а также еще были овощи. И, конечно же, бесконечное, безграничное количество мороженого. Данные снэк-бары работали с 11 и до 5 вечера. Также каждый вечер возле бассейна проходила развлекательная программа для гостей отеля. Но не только для гостей отеля, а также для посетителей, так как мы спросили на рецепции, можно ли, чтобы нас посетили наши друзья, на что нам сказали: да, без проблем, приходите. Концертная программа всегда проходила возле маленького бассейна, который находится возле рецепции. Но я хотел бы вам показать тот бассейн, где мы всегда проводили время. Он был больше, и, как по мне, он был удобнее. Вблизи от этого бассейна, естественно, тоже находился еще один снэк-бар. А когда ты с маленьким ребенком, который хочет кушать, то, поверьте, это настолько удобно, вы себе даже представить не можете, если у вас детей нету, конечно же. Данный бассейн был поделен на 2 яруса, верхний и нижний, естественно. Верхний ярус был предназначен для детей младшего возраста, так как там глубина составляла 40 сантиметров. Глубина нижней части бассейна составляла около 1,60 м или же 1,70 м, я точно не помню. Но это давало хорошую возможность поплавать и даже окунуться. По поводу лежаков, которые, скорее всего, вы уже заметили, то нужно было приходить около 10 утра, а лучше раньше немножко, чтобы занять именно лежак возле бассейна. Я говорю таким утомительным голосом, потому как с ребенком искать это вообще не вариант. Бегаешь, ищешь те лежаки, которые тебе надо, чтобы были поближе, так как ребенок часто купается и сидит, проводит много времени в воде. Но если быть честным и сравнить, к примеру, Египет, где большинство отдыхающих это жители постсоветских стран, которые приходят в 6 утра, позанимают все лежаки, покидают свои полотенца, чтобы Наташка пришла к 12 и разляглась на вот этом вот тут лежаке. Тут, скорее всего, таких людей вы не встретите, так как люди занимают места, если им надо. Не так, что целый лежак будет занят и целый день, и никто там не придет и не ляжет. Наша поездка подходит к концу, и, естественно, хотелось бы, чтобы вы оценили данное видео, поставили лайк и подписались. Но подожди выключать или переключать, так как я вам еще покажу узкие улицы и как по ним продвигается автобус. Это тоже довольно-таки интересно. С аэропорта и в аэропорт происходил с помощью большого автобуса. И вы просто посмотрите, какие он миллиметражи берет, чтобы поворачивать влево либо же вправо. Он почти упирается в стену, прямо стоящую перед нами. В самом аэропорту, слава богу, было несколько детских площадок, которые мы использовали благополучно. Так, только не ленимся, ставим лайк, подписываемся и пишем комментарий.